сегодняшнем видео вы увидите, как мои подписчики будут бороться за звание первого игрока в Medal 2 и испытают свою удачу и навык выиграть промокод. Да, я, конечно, не мистер Пист, но и промо 100к монет и 50 алмазов тоже приятно. А таких будет 10 штук! Поверьте, вы испытаете крутые эмоции, если досмотрите это видео до самого конца. Потому что каждое из заданий уникально и интересно по своему уровню сложности. Эти задания проверят не только вашу реакцию, навык быстроты воспринятия информации, но и подписку на мой ТГК. Почему вы до сих пор на него не подписаны? Именно в нем я раздавал задания подписчикам. А что из этого вышло, вы увидите дальше. Приятного аппетита и приятного просмотра. Это Бинго Топчан. Влепи лайк авансом и погнали! Первый, кто поборется за промокод, предстоит выполнить задание «Окажись быстрее других». Суть этого испытания — доехать до меня на окраине карты и докоснуться меня. Все просто. Но дальше задания будут усложняться. Я уже отправил задание в свой телеграм-канал, и уже за пару секунд 65 просмотров, люди готовы. На это задание у подписчиков ушло где-то минута, и я уже вижу первых несущихся до моей точки. И кто же это будет? Богдан Харвей, ты посмотри, просто летит. Но нет, он улетает мимо, абсолютно пролетает в воду. Кто же будет победителем? Еще один, кто не успел. Но Puma Channel побеждает в этом испытании. И Стив его тоже догоняет. Второе место. Друзья, нас просто здесь собралось нереальное количество, и промокод улетает победителю. Сразу после первого задания я заметил некое жульничество в этом испытании, потому что игроки, зная мой айдишник, следят за мной абсолютно на всех серверах. Куда бы я ни зашел, сразу появляются следователи. А это сразу дисквалификация задания, потому что пока я не скину в свой ТГК-канал пост, они не имеют права участвовать. Ладно, чуть позже ты увидишь, как мы это решим. Ну а второе испытание называется «Идеальный прыжок». Суть заключается в том, что с использованием трамплина нужно идеально приземлиться на дом 19 и при этом остаться на доме и с машиной. Я так и думал, что игроки будут использовать тактику «чем быстрее разгонюсь, тем лучше подлечу», но в итоге они все практически перелетают дом. И у них попросту ничего не выходит. Опа-на, а трамплин-то пропал. Игрок под ником администратор номер 1 решил, что он самый умный. Весь в полете он выпрыгнул на дом, но это не засчитывается. Плюсом он следил за мной ранее, поэтому это сразу дисквалификация из задания. Но кто же все-таки сможет преодолеть это испытание? Трамплин до сих пор не установлен, и никто не понимает, как подлететь на дом. Ну вот, наконец-то поставили трамплин, но Дэвид перелетает. И дальше, внимание на Миху, он переворачивается, делает сальто, подлетает и идеально приземляется. Нет. Опа, да, он справился. И так как это оказалось мой модератор, я ему отправил промокод в Телеграм. Дальше задание усложняется. Нужно доехать до этого парка и выбрать правильную машину, которую я загадал из 3. И как вы видите, вокруг меня собрались не совсем честные игроки. Координаты в ТГК уже отправлены. И тут подлетает Богдан Харвей, который участвовал в прошлом задании. Он выбирает тачку внимательно, и, конечно же, он правильную тачку выбрал. Теперь нужно просто нажать кнопку «Отдать приз». Конечно, я написал Богдану и отдал промокод. Наконец-то я стал человеком! Ведь в игру входит мой план Б. Как сделать так, чтобы не нашли меня подписчики? Конечно же, зайти на юзерский аккаунт. Не переживайте, что картинка чуть изменилась, это все временно, я играю на айфоне. Слава Всевышнему юзеру и Оптимусу Прайму, который выносит всех юзеров. Да, я не думал, что роль юзера будет настолько беспощадной, меня сразу же вынесли. Но мне это не дало повода расстраиваться. Конечно, я заспавнил свою новую тачку. Да что такое? Но один плюс есть, мы добрались до этой локации без сопровождения. Ну что, братишка, это тебе не это твой катамаран, блядь, черноморский, ёб твою мать. Ну а следующее задание я назвал «Прыжок Доминика Торетто». И как вы поняли, в этом испытании нужно первым приехать на Останкинскую башню, забраться на вышку и заспавнить наверху тачку.
и спрыгнуть на ней. Кто будет первым, тот и победит. А моя схема идеально сработала, потому что ни один из подписчиков за мной заранее не следил, и теперь я ждал около 3 минут, но вот, наконец-таки, подъезжают первые претенденты на победу. Они забираются на вышку, но что происходит? Гражданин падает, ты чё? Второй тоже упал, и тачка, походу, тоже за ним упала. Ошалеть! Но у нас, походу, претендент на победу. Арабская ночь забрался на вышку и ждет. Чего ждет, непонятно. Видимо, очень долго спавнится тачка, но приезжает другой тип, который просто моментально спамнит розовую GT-шку Курага затюнингованную и садится в нее и просто выполняет задание. Да, задание выполнено, как же обидно за арабскую ночь. Промокод выдал, а мы перемещаемся в 5-е задание. Здесь все проще. Быстрее заспавни дом 20 и забери приз. В этом и заключаются игры мистера Бинка. Бывает все так просто. Задание уже отправлено в мой ТГК, и подписчики стремятся к этому дому. Но почему-то кто-то из них решил просто подъехать к юзеру, то есть ко мне. Давай быстрее спавните дом, вы что творите? Кто что делает? Кто разъезжается, катается? Ну, чувак, с прошлого задания просто подъезжает к дому и без проблем его первым и устанавливает. Видимо, кто-то из подписчиков просто не знаю, чем занимался, но этот чувак просто красавчик. Ему повезло, и я связался с ним через Телеграм и попросил отправить он там промокод. Так и сделал. Ну а в задании номер 6 я решил устроить романтику на фоне красивого озера в Медаут 2. Нужно всего-то ничего, приехать в эту красивую локацию и в подарок мне привезти барашка. А что мы с ним будем делать, я вам не скажу. Задание отправил в ТГК, и теперь ожидание. Жду прям сочного, мощного барашка. Ну ладно, я шучу, мы ничего с ним не будем делать. Я даже тут вон подарочки для атмосферы сделал, поставил. Но сложность задания в том, что нужно сначала доехать до работы курьера, там выбрать задание, если еще там будет задание, доставить этого барашка. Поэтому тут внимательность, четкость и скорость. И у человека, у которого сложатся все звезды, он окажется самым первым. Здесь все максимально честно. А честность выполнения этого задания еще в том, что я реально скрываюсь под юзером, и меня невозможно вычислить заранее, на каком я сервере нахожусь. И мне пришлось прождать около 5 минут. Но тут произошел небольшой казус задания. Я случайно сваливаюсь с этого пирса, падаю и как всегда. Но я переспавнил тачку, еду быстрее на локацию. Фух, благо никто еще не успел приехать. Но вот он, победитель, Нарам TRX. Ты посмотри, кто же это? Чувак без ника? Да ладно, барашка зато привез. Ля, какой красавчик, задание выполнено. Следом проходит буквально 20 секунд, и дядя Ёжик на BMW M5 приезжает. Но привез ли он барашка? Это второй человек, который подъезжает. Да, все верно, барашка привез, красавчик. Но, блин, чувак уже успел выиграть, и он получает свой заслуженный промокод. Дальше задание 7, на знание новой локации гора. Попробуй еще, будучи юзером, забраться на 99 в эту гору. Задача не из самых простых, но не для моих подписчиков, потому что, получая это задание заранее, нужно простроить схему, на чем вы будете эффективно сюда забираться. И как многие могли понять, забраться нужно будет в эту пещеру, где находится у нас секретный клад, потому что назвал я это задание «Найти мое сокровище». Суть этого задания максимально простая: добраться до этой секретной локации, и, конечно же, пешком уже нужно вам выйти из машины и быстренько, вот так вот, как я в ускоренном, добраться до этого места. Если кто впервые видит, как добраться до этой пещеры, заранее вам туториал, да, чтобы в будущем вы могли добраться сюда более эффективно и быстро. И вот мы уже у сундука. Отправляем задание в мой ТГК подписчикам, и все. Осталось просто ожидание. И мне кажется, никто даже не ожидал такого задания, потому что тут реально нужно подумать, что можно взять, чтобы быстрее добраться до этой горы, потом еще доехать. Ты посмотри, проходит буквально 30 секунд, и просто люди с карты скапливаются в одну точку, стремятся. Кто-то объезжает ее сзади, кто-то спереди. Кому повезет из этих всех счастливчиков, мы сейчас с вами и узнаем. Биба21, Миха GDM. Да, Миха GDM, оказывается, в пещеру проникает быстрее всех, добегает до меня. Ты посмотри, как стремится, и говорит кодовое слово «Это мое сокровище», и он побеждает.
снова, второй раз. А другие игроки тоже стремятся, но Миха по правилам может победить и второй раз. И, конечно, залутал себе больше монет и алмазов. Задание номер 8 я назвал клонирование юзера. Да, именно юзера. Под этим я подразумеваю переодеться в мой скин, чтобы было 1 в 1. И сделать тачку, как у меня. Но здесь я решил усложнить и максимально сделать скрин беспалевной локации, чтобы найти меня можно было только при помощи карты. И как написал в комментариях Руслан... Да начнется нашествие юзеров. Да, нашествие должно быть грандиозным, но вот походу наш первый счастливчик, как его ник читается? А нет, это ошибка, он поехал совершенно в другую сторону, и это не мой подписчик. Я уж думал, как так можно быстро. По факту локация находится вообще непонятно где, и меня можно найти только при помощи карты. Я пока что наблюдаю, но вижу, Миха GDM стремится. Ошалеть, Миха, ты что делаешь? Ты не даешь конкурентов себе вообще подобных. Но важно еще переодеться в правильный скин и выбрать правильную тачку. Он уже приближается, ты посмотри, реально очень близко. Вот он летит, ошалеть, Миха, ты чё? Но нет, он на красном автомобиле, а у меня вишневая 99-я. Нужно было покрасить 1 в 1, как у меня. Да и скин, посмотри, совершенно другие штаны. Да, он, конечно, похож на юзера, но не такой, как у меня. И подъезжает еще один чувак, но он голый, ты чё, он лысый. Он вообще не такой, он не похож на юзерский. Да, конечно, это ваша ошибка, пацаны, но походу приезжает победитель. Смотри, такая же вишневая тачка. Номера даже тоже Mad Out. О, еще арабская ночь подлетает, но блин, он на красной 99-й. Так, это киллер. Че ты, как ты? А, да, он идентичный мне, ты посмотри, просто 1 в 1. Обувь, джинсы, футболка, ну все, это победа. Поздравляем нашего победителя и отправляем, конечно, ему промокод. Ну а в 9-м задании я решил кинуть жесткий челлендж своим подписчикам, потому что мало того, что нужно будет приготовить винил для автомобиля, и нужно будет сделать мне доставку в пункт моего долгожданного заказа. Это будет фургон Озон или Wildberries доставить бочку с говном. Да, локация, конечно, не самая сложная, это пустыня, но сюда нужно добраться. Здесь, в принципе, рядом находится работа курьера, и можно с легкостью быстренько в пустыню добраться. Но я ждал, как оказалось, около 3 минут, чтобы хоть кто-то приехал ко мне, да и просто попробуйте найти меня в этой пустыне. Хотя юзер пустыни, я тут был один. И походу я снова вижу гражданина, который уже участвовал в наших задачах, и приезжает еще один чувак на фургоне, но, блин, у него черный фургон. Куда ты несешься? Видимо, он просто уже ради интереса, и чтобы попасть в ролик, решил просто сюда приехать, и, походу, он не один. Гражданин тоже просто пришел, поприветствовался, но, походу, я вижу победителя, так, Миха GDM, прогруженный на Wildberries. Ты посмотри, какая фура у него красивая. И, как оказалось, он, походу, достает груз. Да, бочка с говном. Миха выполнил это задание и забирает 3-й промокод. Ну, к нам еще приехал, кстати, Магнит. Но Миха использовал жесткую тактику, потому что у него была уже фура Wildberries, в отличие от других ребят, которые сделали фуру Озон. Кто-то Магнит, ну, наверное, тоже заранее. К нам еще вот приехал, скорее всего, арабская ночь. Озон сделал по фасту. Во, посмотри, газелька. Вот это видно, да, на скорую руку. Красавчик постарался. И, походу, он привез другую бочку, ты глянь. Но винил получился у него в любом случае классно. Я кидаю ему респект. И к нам на задание даже успела заехать моя зрительница Света номер 1 на Альфе. Посмотри, какой у нее просто ошеломительный винил и шикарный обвес. Но это стоит добавить в ролик. Респект. Тут я отблагодарил всех доставщиков за успешную доставку говна, но из них был Миха GDM самый первый. Поэтому 3-й промокод, он лутает себе суммарно 3 промокода. Это просто какое-то читерство. Пацаны, а часики-то тикают. Воровская жизнь нелегкая, поэтому на спавне юзеров я украл BMW X7. Ты посмотри, что за аппарат. Мне наконец-таки повезло, и мне не придется ездить постоянно на 99-й. Для этого задания финального 10-го я выбираю случайный дом на карте, потому что мне нужно будет приехать на чужой дом. Конечно, потому что на юзере у меня-то нет своего дома. И, естественно, накрыть стол с едой. Задание 10. Накорми меня. Здесь нужно просто приехать в точку, которую я скину в свой ТГК, и просто накормить
накормить меня едой. Поэтому мы делаем успешно скриншотик этого стола, говорим, какой дом, сервер, и подписчики, соответственно, приезжают ко мне на выполнение этого задания. Я попросил шаурму, гамбургеров, напитки, все такое прочее. Ну тут бэмс! Меха-GDM, ты что тут делаешь? Сразу же после выполнения задания спрашиваю, ты что тут делаешь? Он говорит, ну я типа не участвую, я приехал до того, как ты скинул пост, поэтому он просто устроил слежку за мной. Как? Я не понимаю. Но пока мы никого не дождались, проходит буквально уже 1,5 минуты, но я вижу, гражданин несется, и просто рядом с ним в этот момент важный из ГОСТа просто направляется за ним, и посмотри, походу он его догоняет. Это просто жесткий форсаж какой-то. Кто окажется самым быстрым? А ошалеть, они вместе идут, и гражданин походу первым забегает. Так, но у него нет в руках еды, чтобы заспавнить ее на столе, и важный тоже несется, посмотри, сейчас он... да, вон он бежит уже с едой, заранее шаурма, кто же быстрее заспавнит? Но борщ оказался быстрее, и борщ — это борщ гражданина. Важного не получилось заспавнить шаурму на стол, и он оказался на 2-м месте. Но тут сразу же мои подписчики все приехали, доставку еды оформили, накормили Бинка Топчана сосисками, шаурмой, супом и так далее, и мы сделали крутую такую сходку. Кто-то даже заспавнил сюда снеговика. Зачем, не понял. И вот такая вот мини-сходочка получилась у нас, ребят. Задание 10 завершено, и гражданин получает, естественно, свой финальный выигрыш, и промокод ему улетает в копилочку. Фух, ну что, отрывались от экрана? Я буду очень благодарен, если ты поставишь лайк и скинешь видос другу. Пиши комментарий, и я сделаю 100 заданий. Наверное. Или хотя бы вторую часть. Качай MDAO 2 по ссылке в описании и войди мой промо BingoTop в игре, чтобы тоже залутать монеты и алмазы. Всем пока! Мистер Бист ест рис, посмотри вниз, там Мистер Бист каратист, Мистер Бист юрист, Мистер Бист гитарист. Это риск, но я скажу, что Мистер Бист аналитик данных. Правда, Мистер Бист панда.